Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить очень вкусный хлеб на закваске с большим количеством цельнозерновой муки. Готовить в этот раз я буду 2 буханки, 2 булочки, поэтому ингредиенты, которые вы сейчас видите на экране, рассчитаны на 2 хлеба. Ну и начнем, конечно, с закваски. Закваска нам понадобится пшеничная. Здесь у нас понадобится по рецепту 180 грамм. Она у меня уже поднялась, потому что я ее покормила в 8 утра, и она уже простояла 2 часа и готова к использованию. Сейчас у меня примерно 10. Температура на кухне у меня сейчас 24 градуса или примерно 76 по Фаренгейту. И температура воды, которую я беру для теста, примерно 26 градусов по Цельсию или 79 градусов по Фаренгейту. Ставим чашу на весы и начинаем с наших жидких ингредиентов. По рецепту на 2 буханки хлеба нам понадобится 650 мл теплой воды, температуру я показала. Сюда же добавляем закваску. Закваски 180 грамм, она у меня стопроцентная пшеничная. Посмотрите, обратите внимание, как закваска плавает над поверхностью воды. Активная закваска никогда не тонет и не просаживается под уровень воды, она лежит как бы сверху. Вот таким облачком плавает. Сейчас мы ее хорошенечко перемешаем, чтобы закваска распределилась с водой, и начнем добавлять муку. По рецепту сюда у нас идет 400 грамм цельнозерновой муки, белок моей муки 14%. Также по рецепту сюда идет 400 грамм белой муки, процент муки должен быть 13,5%. Однако в моей муке процент белка намного ниже. Процент белка в моей муке 11,7%, а это практически на 2% ниже, чем требуется по рецепту. Когда разница по белку такая значительная, то это означает, скорее всего, что нужно будет добавить дополнительную муку. Я по этому рецепту уже готовила, и я уже знаю, что мне понадобится дополнительно 125 грамм белой муки, но я ее добавлю чуть позднее. Опускаем на этом этапе крюк в чашку и включаем миксер на средних оборотах и будем вымешивать тесто минут 15 для того, чтобы развить максимально нашу клейковину. Миксер пока делает свою работу, я в это время подкормлю свою закваску. Закваску я кормлю столовыми ложками, многие знают. Можно также кормить по граммам. В равных количествах добавляем теплую воду и муку и хорошенечко вымешиваем. Закваска любит, когда ее вымешивают очень-очень хорошо, прям практически взбивают ложкой. Также для перемешивания очень удобно пользоваться силиконовой лопаткой. Она длинная, перемешивает очень хорошо и закваска к ней не очень сильно прилипает. Всю закваску я перемешала, резиночку опускаем, чтобы понимать количество нашей закваски и как быстро она начнет расти, как высоко. Накрываем неплотно крышкой и убираем в холодильник. 15 минут вымешивания в миксере у меня прошло, и сейчас я буду добавлять соль. Соли идет опять-таки на 2 булки хлеба 18 грамм. Сюда же всыпаю я соль, тесто по-прежнему очень мягкое и жидкое, и это все происходит потому, что у нас очень много цельнозерновой муки в тесте. Продолжаем вымешивать тесто, теперь уже с солью, и снова включаем на средние обороты миксера, у меня это либо двойка, либо четверка, и продолжаем таким образом вымешивать еще минут 15. В цельнозерновой муке достаточно низкое содержание клейковины, поэтому тесто с большим количеством цельнозерновой муки получается очень часто рыхлым, мягким и очень липким. Плюс у меня здесь процент протеина, процент белка в муке в белой несколько ниже, как я уже говорила, поэтому нам нужно будет компенсировать это как-то, и я это буду компенсировать за счет добавления дополнительной муки. Сюда у меня ушло еще дополнительно 125 грамм белой муки. Цельнозерновая мука также может по-разному впитывать воду, поэтому здесь нужно ориентироваться в этом рецепте на консистенцию. Тесто готово тогда, когда в процессе вымешивания интенсивного оно начинает наматываться на крюк и немного отставать от стенок чашки, но оно по-прежнему мягкое. И если остановить миксер, то тесто как бы стекает с крюка обратно вниз. Посмотрите, какое оно все еще липкое, но уже немного тянется. Теперь я подготовлю большую стеклянную чашку, ее нужно обязательно сбрызнуть какой-нибудь водой. Обычно сырую воду я использую из-под крана. И выкладываем тесто в эту чашку. Обратите внимание на консистенцию теста. Тесто это очень липкое. Внешне оно все еще выглядит немного рыхловатым, но оно тянется. Посмотрите, как его можно уже растянуть более-менее. Еще большого окна глютенового не получается, но в принципе тесто тянется. Оно не разваливается, как обычно разваливается тесто с цельнозерновой мукой. Накрываем чашку крышкой и оставляем тесто полежать на час при температуре 26 градусов по Цельсию. Тесто у меня полежало и отдохнуло ровно час, и теперь мы будем делать первое растягивание. Руки я смочила водой и попробую сейчас отделить тесто. Оно все еще очень-очень липкое. Подхватываем тесто с боков мокрыми руками и тянем настолько, насколько получается. Тесто все еще очень липкое. Стараемся сложить его в несколько раз. Делаем нахлесты друг на друга, поворачиваем тесто несколько раз.
Оно очень липкое. Смачиваем пальцы по необходимости снова водой, округляем немного теста и накрываем его крышкой и снова оставляем на полчаса. Всего будем делать 4 растягивания каждые 30 минут. Еще раз повторю, что из-за большого количества цельнозерновой муки в этом хлебе, в этом тесте, нам нужно уделить большое внимание развитию клейковины. Я сейчас показываю это второе мне растягивание, хочу показать вам, насколько меняется это тесто. Посмотрите, его уже можно растянуть, оно тянется и становится более податливым, гладким и блестящим. Снова его складываем, это у меня второе растягивание. Третье растягивание я показывать не буду, там тесто не сильно меняется внешне, но покажу вам четвертое. Для любого хлеба на закваске и для получения хорошего результата очень важны всегда температуры брожения. Еще раз повторю, что температура брожения для этого хлеба 26 градусов. Поскольку дома у меня немного прохладнее, я нагрела свою духовку, буквально слегка нагрела. И ставлю в промежутках между растягиваниями, и на общее брожение хлеб также поставлю в свою духовку. Накрываю сейчас я его крышкой и отправляю, как я уже сказала, в слегка разогретую духовку. Ну а это у меня уже четвертое брожение. Тесто заметно увеличилось в объеме, примерно, наверное, процентов на 20-30. Посмотрите, какое оно стало тягучее, податливое. Я буквально проталкиваю по одному пальцу сбоку под тесто, поднимаю руки вверх, и тесто свисает вниз под собственной тяжестью. Разворачиваем тесто и делаем то же самое с другой стороны. Поворачиваем так тесто несколько раз и складываем до тех пор, пока тесто нам позволяет это делать, до тех пор, пока оно свисает и складывается. Как вы видите, тесто уже держит свою форму, оно уже не такое жидкое и не расползается. Сейчас снова его накрываю крышкой и отправлю на общую ферментацию на 2 часа при той же температуре 26 градусов в духовку. Почему хорошо перекладывать тесто в стеклянную посуду? В стеклянной посуде снизу вы всегда можете проверить, насколько у вас подошло тесто и готово ли оно. У меня тесто подошло, я не знаю, было ли видно на камере пузырьки, но там очень много пузырьков. Припыляем обильно мукой нашу поверхность и выкладываем тесто на поверхность. Вот сейчас вы можете увидеть, как много пузырей в этом тесте. Тесто тянуть не нужно, оно под своей тяжестью само отделяется от чашки, если чашка была сбрызнута водой предварительно. Нужно только немножко подождать, и вот оно, наше тесто, красивое, пышное. Как я уже говорила, я буду делать 2 булочки, поэтому делю на глаз. Мне не принципиально, я делаю для себя, поэтому если вы хотите одинакового размера, их можно взвесить, я взвешивать не буду. Заготовки очень липкие сверху, поэтому нижняя часть у нас в муке, стараемся подхватывать снизу и сворачиваем наши рулетики, так как я показываю на видео. Их обязательно нужно округлить, это мы делаем сейчас предформовку. Если муки слишком много, просто смахните ее на сторону рукой и подтягиваем наше тесто. Сначала как бы его толкаем от себя, потом тянем к себе, снова толкаем от себя и тянем к себе. Таким образом мы создаем натяжение поверхности для того, чтобы хлеб у нас держал форму и потом у нас было хорошее раскрытие. Повторяю я то же самое с другой заготовкой. Я буду делать один хлебушек овальный, а другой хлебушек я буду делать круглый. Но предформовка у них одинаковая, поэтому сворачиваю вторую часть таким же образом и снова округляю заготовку. Накрываю их пустыми чашками чистыми и оставляю на столе полежать при комнатной температуре примерно 30 минут. В это время я пока подготовлю свои корзинки. Корзинки у меня 2, круглая и овальная, я их уже немного присыпала мукой. Обычно я их присыпаю вот такой рисовой мукой, кстати, очень хорошей, если у кого-то есть возможность или доступ к Амазону, на Амазоне можно купить. Это индийская рисовая мука. Рисовая мука совершенно не содержит в себе никакой клейковины, поэтому к ней тесто никогда не прилипает, даже если заготовки очень влажные. Поэтому небольшое количество муки достаточно для того, чтобы ваши корзинки оставались сухими, к ним ничего не прилипало, и тесто хорошо вынималось из форм. Смотрите, небольшое количество прям хватило на одну корзинку, и остатки я высыпала во вторую. Сейчас прохожусь по корзинке со всех сторон и отставлю в сторону. Если вас интересует любая информация по поводу корзинок, как я ухаживаю, что я с ними делаю, у меня есть видео подробно, я оставлю ссылочку в описании под видео. Пока я вам показывала корзинки, тесто у меня уже подошло, время прошло, и оно готово для того, чтобы формировать булочки и укладывать в корзины. Если муки слишком много сверху, ее можно стряхнуть, она там сверху уже не нужна. Тесто постояло, стало очень эластичное и гибкое, и оно уже перестало совершенно прилипать. Я немного распределяю тесто, растягиваю в стороны, так, чтобы было удобнее мне сворачивать. Подтягиваю края с нахлестом друг на друга. И снова сворачиваю заготовочку свою рулетиком, это у меня будет овальный хлебушек.
Когда сворачиваете, сильно не тяните, потому что мука цельнозерновая не такая все-таки эластичная, и хлеб может порваться. Вот сколько тянется, столько тянется. Рвать сильно не нужно. Закрываем все края, проходим, защипываем все краюшки сбоку и сверху, так, чтобы не было никаких дырочек. Заготовка очень хорошо держит форму и очень удобно ее подхватить металлическим шпателем. Кстати, если у вас нет металлического шпателя, очень рекомендую, к нему тесто меньше всего прилипает. Первая заготовка у меня готова. Вот она лежит. Видите, какой мягкий, нежный хлебушек. Держит хорошо форму. И теперь займемся второй заготовкой. Это у меня будет круглый хлеб. Формировать его буду немножко по-другому. Снова смахиваем всю лишнюю муку. Немножко растягиваем тесто в разные стороны. Здесь нет больших пузырей, ничего дегазировать не надо. И подворачиваем все края как бы к центру. Формируем круглую булку. Переворачиваем эту заготовку вниз швом и снова округляем таким же образом, как мы делали предформовку. Натягиваем поверхность, формируем натяжение, округляем нашу булочку и перекладываем ее теперь швом вверх в круглую корзинку. Вот и все, наши заготовки готовы. Сверху их нужно будет припылить мукой и потом закрыть пластиком или любым пакетом, который у вас есть, для того, чтобы заготовки не заветрились. Под пластиком я имею в виду пищевую пленку. И оставляем заготовочки полежать на кухонном столе час или полтора. Оставляю я при комнатной температуре. У меня температура комнатная, я показывала, примерно 23-24. И после этого наши заготовки убираем в холодильник на температуру примерно 4-5 градусов по Цельсию на 12-15 часов или до утра. Сейчас уже у меня наступило утро, выпекать я буду вот в такой чугунной кастрюле. Я ее сейчас ставлю на разогрев вместе с духовкой. Температура разогрева 240 градусов по Цельсию. Выкладываем холодное тесто на лист пергаментной бумаги. Посмотрите, как легко выходит тесто. Помните, я говорила про рисовую муку? Вот так на рисовой муке всегда хорошо выходит тесто. Смахиваем все излишки. Я обычно это делаю рукой и делаем надрез. Делать я буду надрез с одного конца хлеба по косой линии до другого конца. Разрез должен быть достаточно глубоким, примерно около 1 сантиметра. Делаем разрез. Хорошо его делать таким уверенным движением, чтобы тесто сильно не тянулось, потому что когда вы это делаете быстро, то тесто меньше тянется. Кастрюля моя уже нагрелась и горячая. Перекладываю мою хлебную заготовку в кастрюлю. Сверху слегка я свой хлеб опрыскаю немного водой и даже налью немножко воды, буквально столовую ложку или 2 под бумагу. Закрываю кастрюлю крышкой и отправляю хлеб выпекаться. Выпекать мы будем при температуре 240 градусов по Цельсию или 464 по Фаренгейту. Выпекать будем с крышкой 15 минут, а затем крышку нужно будет снять, температуру понизить до 200 градусов по Цельсию или 392 градуса по Фаренгейту и допечь хлеб еще 30 минут. Общее время выпечки должно составить 45 минут. Вот такой красавец у меня получился. Хлеб всегда с большим количеством цельнозерновой муки получается такой красивый, у него глубокий, красивый золотистый цвет. Он более плотный, этот хлебушек, более тяжелый, потому что сама цельнозерновая мука более тяжелая, но он очень-очень вкусный. У меня есть еще вторая заготовка, как бы мне про нее не забыть. Сейчас я ее поставлю выпекаться и покажу вам, как я делаю надрезы на круглой заготовке. Больше всего мне нравится делать прямые надрезы по прямой линии. Вот таким образом просто получаются квадратики. Такой хлеб хорошо раскрывается. Делаем надрезы тоже таким уверенным движением, достаточно глубоко, чтобы хлеб раскрылся максимально. И отправляю его выпекаться. Дальше я повторять не буду, процесс тот же самый. Посмотрите, какой этот хлеб получился. И первый и второй хлебушек на своей поверхности имеют вот эти красивые пузыри блистерс, которые называются. Это знак того, что хлеб выбродил и тесто выбродило очень хорошо. Звонкий звук, когда постукиваем по донышку, и вот такие красивые хлеба у нас получились. Конкретно этот хлеб по вкусу мне напоминает, я не знаю, если кто знает, уральский подовый хлеб. Очень вкусный, очень ароматный, с богатым вкусом. Плотненький хлеб, но при этом очень ароматный и с нотками такими немножко ореховыми нотами, я бы сказала, да. Ну и давайте разрежем булочку и посмотрим. Сверху у этого хлеба хрустящая корочка, как обычно. В первый день всегда она будет хрустящая, на второй день она станет более мягкой и получается внутри вот такой мякиш. Мякиш достаточно рыхлый, с учетом того, что много цельнозерновой муки.
Такой хлеб понравится тем, кто любит черный хлеб или серый хлеб, более плотный хлеб, насыщенный глубокими ароматами. Такой хлеб хорошо подходит с хорошими насыщенными также супами. Вкусный и полезный вариант для утреннего бутерброда, а я лично такой хлеб люблю просто с маслом. Если вы хотите посмотреть другие хлеба на закваске на моем канале, я все ссылочки также оставлю в описании под видео. И также, если вы еще не вывели свою закваску, у меня тоже есть видео на канале. Ссылочки вы найдете все в описании. А я с вами прощаюсь, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Дайте мне знать лайками и комментариями, если это так. И как всегда, на все вопросы я отвечаю под видео.